вечер, друзья. Меня зовут Игорь. Мне очень жаль, что бессмертный наш ведущий заболел, но если через неделю он будет в порядке сегодня. И к тому же мороз будет на убыль. Мне эта тема чрезвычайно близка, потому что я занимаюсь студенческими стройотрядами 5 лет, я же студентами. Мы строим там дорогу на Дальнем Востоке, Забайкальский край, Амурская область, Хабаровский край. Как-то так вот ситуацию там тоже как-то почувствовал на собственной коже. Фильм, признаюсь прямо, мне не понравился. Попытка сказать фильма поднять проблему, заострить ее и показать пути решения, она благородна. Но в целом это попытка. Потому что вы, ребята, скосите по верхушкам. И также очень важно, что документалистика, она же должна просвещать зрителя. У вас очень много там было слабых впадин, когда нужна какая-то редакторская правка, комментарий. Ну, например, дядька серьезный, да, такой важный, с Международной академией архитектуры, я не знаю, это вообще образовательная СМИ зарегистрировано, или там, знаете, как Академия геополитики, сейчас много таких навес говорит. Население убывает Красноярска, там, сказал, Новосибирска и так далее. Да чушь собачья. За последние 10 лет население Красноярска, Омска, Новосибирска очень сильно выросло. Транзитный пограничный Омск вырос в 1,5 раза. Да, за счет жителей там, с Казахстана, были из ближайших областей, с глубинки, райцентров. То есть много вещей было таких, знаете, которые ничем не обоснованы, да? Очень хорошо держался в фильме «Коммунист-депутат» Анатолий Локоть. На мой взгляд, у него были наиболее сильные комментарии, знает проблему изнутри. И на каком законодательном, экспертном, техническом уровне, ну, с учетом того, что у нас в парламенте какая-то настройка такая, да, такая виртуальная, он, по крайней мере, знает, как проблему решать. По проблему. Вы ничего не сказали, что государство делает попытки решить проблему. Год назад появились дорожные фонды. Соответствие дорог в Новосибирской области, в целом в Сибири, на Дальнем Востоке, благодаря этим дорожным фондам, их наполняемости, как это было до 2002 года, будет решаться. К сожалению, вы не показали еще одну вещь. Про Восток было много сказано, но ведь вы же, ну, мне так кажется, должны были вот поближе к земле, к тем работягам, которые там дороги обслуживают, строят. Показали бы всю эту действительность серьезную, этих трезвых, пьяных, сопливых, русских работяг. Ну это правда, ребята. Там качество рабочей силы хреновое. Один работяга с деревни, вот почему кто-то здесь попытался мешками засмеять, сказал, что они вахты живут, вся Сибирь, Дальний Восток, это верно. Но качество рабочей силы, качество их труда слабое, крайне слабое. Зарплату им платят плохо. Их подрядчики, директора строительных компаний, которые получают тендер, выигрывают, обманывают. Иногда за 2-3 месяца ничего не уплачивают, они обратно там идут на другой объект. Вот этой какой-то исполнительской дисциплины и ответ строительных начальников там нет. Конечно, хотелось, чтобы вы взяли, хотя бы интервью у руководителя Росавтодора, такой организации, которая занимается обслуживанием строительством дорог в России. Но вот как бы попытались не формализовать проблему, понимаете, а решить ее. Потому что это действительно упирается к тому, что сепаратистские настроения в Сибири, на Дальнем Востоке, хотя деньги туда пошли за последние 5-8 лет, и какие программы начали работать, очень дорог строительства. Да, трансформатор, которую сдали 2 года назад, 3 машины кабины, которые Путин использовал, она в плохом качестве сдана. Но, по крайней мере, это сделано попыткой. Ведь ее строили 50 лет. С 60-х годов, да, советской власти, при Косыгине было принято решение. Много чего там нет, и проблема вот упирается и воровство, и то, что, как вы знаете, и мозгов не хватает. Не только, кстати, в Москве, но и там. В некоторых интервью звучали патроналистские левые настроения. Опять была заезжена песенка про олигархов, про то, что кто-то нечестно заработал. Но не все же нечестно заработали. И Генч Шваркин, который в Лондоне, что он и в России создал с нуля, это не все сектор, это что тоже вот такое вот. То есть там очень много упирается чего, но федеральные власти, конечно, занимаются популизмом, только разбрасывают деньги веером, точно перед выборами. А то, что возвращалась цифра 50% там отката ворот, это верно. И ссылка на Гитлера, она тоже была верна, ведь нацисты в 1933 году, придя к власти, последнее, что хочу сказать, да, как ни странно, за 2 года всю Америку, всю Германию покрыли сетью высококачественных дорог автобанов. Это более 20 тысяч километров. И последнее, хотелось бы, конечно, примеров с нашим могучим великим Китаем, соседом, да. В Китае строится дорога от 5000 километров в год. Очень высокого качества. Себестоимость строительства китайских дорог 5 раз меньше. Это тоже хотел сказать по экономику. В Европе 3 раза меньше себестоимость строительства. А у нас строится год с плохим качеством. По ошибкам федеральная трасса Амур, путинский проект,
всего 1000, 1200. Правда, это цифра условно, потому что федеральная трасса Амур уже треть, она требует реконструкции, строительства, понимаете, вот маразм сегодняшнего дня. То есть, как ни странно, я не сторонник каких-то методов тоталитарных, но сталинский какой-то путь, как сказать, поднятие дисциплины, прежде всего стоит начальника, который ворует, должен быть. Я считаю, вообще нужно нам китайскую модель смертной казни для тех коррупционеров, которые воруют и средних начал вести. Спасибо. Спасибо. Я позволю себе прокомментировать отдельные тезисы. Во-первых, конечно, не со всеми спикерами я согласен, не все спикеры означают, как это называется, мнение автора соответствует мнению редакции. То есть это не те люди, которых мы попросили что-то сказать, да? Это здесь есть разные точки зрения, иногда противоположные, и невозможно все их выстроить в единую какую-то линию, поэтому кто-то говорит порой глупость. Да. Если вы видели трейлер в сети, так называемый, там первый кадрик, просто как это, сухой язык цифр. Программы, которые на сайте Росавтодора лежат на ближайшие лет 5, просто количество денег, которые выделены на строительство дорог по всей Сибири, которые, как известно, у нас 2/3 территории России, да, занимают. И на этот же срок программа на строительство 4-го кольца вокруг Москвы. А расклад такой, что на строительство вот этого кольца денег выделено в 5 раз больше, чем на всю Сибирь. И какие бы там ни были трезвые или пьяные работники, как бы здесь все-таки начало, голова проблемы, она, я считаю, в количестве финансирования, в отношении к территории, да, что Москва это там то место, где мы все будем жить, возможно, вообще все в ближайшее время. А Сибирь это место, где еще пока какое-то время нужно инфраструктуру поддерживать, пока там есть что взять. Вот. Люблю говорить на тему январских новостей, которые Сибирь потрясли там по поводу того, что было принято решение, эколог его питерский озвучил, что отработанное ядерное топливо со всех атомных электростанций России, которые вот вообще везде есть, по всей стране, они сейчас будут собираться в такие составы, по железной дороге транспортироваться в Красноярский край, город Железногорск. Первый состав, вот, видимо, в январе уже прошел, а еще их там типа 300 таких составов до там какого-то 2025 года. Все это будет туда свозиться, вот, и насколько я себе представляю процесс переработки этого отработанного топлива, он подразумевает изъятие какого-то количества плутония из него, который еще можно куда-то использовать, и получение еще большего, значительно большего количества ядерных, отходов просто уже, с которыми уже ничего нельзя сделать, кроме как закачать их под землю. Вот, их будут туда закачивать в этом Железногорске, они будут там 14 тысяч лет еще распадаться, и что с ними делать, видимо, те люди, которые туда отправляют, не очень знают, потому что сейчас они лежат там под Питером где-то, и что-то вот решил Питер отказаться от этого хранилища, решил почему-то отвезти в Красноярский край. И я вот в этой ситуации вижу отношение у нынешней власти к Сибири, к будущему этого региона. Что будущее, видимо, предназначено вот такое вот, выкачать еще там чего-нибудь, что выкачается, а в ответ послать, так. И, мне кажется, это основная модель, по которой государство, власть относится к этой территории. По поводу сравнения еще вот этого финансирования Москвы и Сибири по дорогам, в процессе подготовки такие цифры всплывали, не берусь утверждать, что они суперверные, но количество дорог в Римской империи и колониях, вот 2000 лет назад, да, когда там все это было примерно, там на территории, собственно, Рима дорог было 10% от всей территории колоний. И дороги строились, одновременно везде. И кое-где они даже до нынешних пор еще остались как их мостовую сложили, да, они эти 2000 лет пролежали, в отличие от той трассы, которую на 3-й год надо ремонтировать. Наверное, это тоже какой-то показатель. Почему одни колонизаторы вот так вот, а другие колонизаторы? А кто нужен? Наверное, те люди, которые владеют
всей нашей экономики. Ну, те люди, которые принимают решения. Ну, можно, наверное, так сказать. Человек из Сибири, могу сказать, что это, собственно, ответ на вопрос кого-то из аудитории. Действительно есть такое ощущение. Есть такое ощущение, что москвичи живут своей жизнью, а мы на обочине своей. Нет, сейчас вот нужно сделать комментарий. Это не мое мнение. Это не касаемо москвичей как бы всех вообще. Да. То есть это не претензия жителям города. Некое общее мнение, некое общее ощущение. Это есть некое общее ощущение, с которым живут люди в Сибири. Не мне, пожалуйста, претензии, это просто ощущение, которое есть там, и оно растет. Ну вот оно очень хорошо было озвучено в фильме, при всех там, при неких недостатках, которые в фильме, конечно, наблюдаются. Я вот не очень понял, честно говоря, по поводу «Растут в Сибири» и так далее. Я посмотрел этот фильм и очень порадовался. Я понял, что Сибирь никуда от России не денется. Там живут такие же люди, как и в Поволжье. Из Поволжья можно сразу руки для ноги, как бы. Да, нет, я к тому, что они такие же горлопаны, они такие же хвостунишки, они также хотят сесть на легкое бабло, которое рядом с ними течет, вот эта жирная морда этого человека, который говорит: ресурсы наши, потому что они ближе ко мне. Хочу сесть на поток. Все. Вот когда сибиряки построят антикоррупционные какие-то, они действительно станут хорошо трудиться, правильно сказали про качество рабочей силы, будет у них хороший административный ресурс и так далее. А пока мне хотелось бы просто закончить эту реплику фразой Парфенова из «Знамения», когда он сказал: а на Вологодчине при Хрущеве жили как при царе. Вот то же самое, чего вся Россия так живет, там кадров жизни нет. Спасибо за комментарий. Нет, я и хотел один вопрос просто задать. В «Русском репортере» была статья по этому поводу, по поводу сибирского национализма. А вот там они интересно затрагивают еще с культурной точки зрения. А есть ли культурные там действительно вот эти вещи, язык особый там, или какое-то мировоззрение, какие-то культурные... Нет, язык русский, но там... То есть они все придумали там? Ничего не придумали, это чисто русский средний. Ну там просто словарь был приведен, прям с переводом на русский, на сибирский. Это художественный проект существования так называемого сибирского языка, это сугубо художественный проект, он действительно разрабатывается, но я не думаю, что у него есть какие-то большие перспективы. Немножко здесь есть, как бы мы пытались вытянуть из кого-нибудь, вот из Супруна, например, вот этого дядьки, который там про расширение Москвы говорит, какие-то особенности. Он по этой теме, собственно, там работает, и книжки пишет и так далее. Ну вот, наверное, если это из фильма не подчеркнуто, да, то, наверное, он еще немного про это сказал. Вот. Непонятно пока, есть ли разница. Но о чем-то он говорит, о каких-то деталях он говорит. Добрый вечер. А вот там девушка еще была. Руку тянуть. Моя марка, да? Давайте. Извините. Добрый вечер. 23 февраля, конечно, ближе, но все-таки я дождалась. Во-первых, хотела бы очень поблагодарить вас, что вы решились и сняли этот фильм. Да, конечно, он не отличается, возможно, какой-то конкретикой, но это попытка сказать о проблеме, да, выявить какую-то тенденцию. Вы знаете, что меня поразило больше всего? Что все люди, которые участвовали в интервью, все говорили о том, что это разница в ментальности тех людей, которые живут в Москве, тех людей, которые живут в Центральной России, и тех людей, которые живут за Уралом. И, может быть, стоит задуматься не о том, что какие-то чиновники плохие, власть у нас плохая. Может быть, стоит задуматься о том, что мы такие, что мы ничего не хотим делать, и что нам сложно лишний раз встать со стула и произвести какое-то действие. Потому что, все вот ясно, красной линией прошло это. Консерватор. Почему нет? Просто, знаете, мне кажется, что если хотите, чтобы что-то изменилось вокруг вас, нужно сначала что-то изменить в себе. В концлагере ничего не меняется, девушка. Каждый день одно. Нет, это тоже какой-то, мне кажется, не то что идеализм, но как сформулировать-то вернее. Никого не хочется обидеть, да, и сказать, что вот кто-то работает меньше, кто-то работает больше, но это действительно так.